Туман в тот вечер был необычный, не легкий утренний пар, а густая вязкая пелена, через которую свет фонарей выглядел как расплавленные монеты. Казалось, будто весь Ворсель накрыли стеклянной крышкой, и город замер под ней, затаив дыхание. Марк Савельев шел по старой кладбищенской дорожке, ведущей к самому дальнему участку, где аллеи уходили вниз, к реке. На руках у него был букет белых лилий, тех самых, что всегда ставила в вазу его жена Элина. Он нес их уже не как дань памяти, а как привычку, которая держит на плаву, когда все остальное рушится. Пальцы слегка дрожали от холода, но больше от мысли, что сегодня 3 года ровно, как он разговаривает с мрамором вместо живого человека. «Если однажды я не приду, значит, ушел к тебе», — тихо сказал он, повторяя фразу, которую произносил каждую неделю. Сырость в воздухе пахла воском, листвой и железом. Где-то вдалеке скрипнула ворона. Звук был тонкий, будто рвется ржавый металл. Он уже видел белую плиту, когда туман вдруг шевельнулся впереди. Марк прищурился, показалось, что кто-то движется между крестами. Шаги стали осторожнее, сердце громче, и в этот момент он услышал детский голос, едва различимый, но ясный. «Мама, мы пришли!» Все внутри него оборвалось. Он замер, держа букет, будто тот стал щитом. Второй голос, чуть выше, дрожащий. «Мама, мы не нашли тебя дома!» Марк не сразу понял, что видит. У могилы Элины стояли 2 девочки лет 7 и 9, промокшие до нитки. Коленки грязные, руки исцарапаны, волосы прилипли к лицам. Они стояли на коленях и гладили холодный камень ладонями, как будто пытались согреть его дыханием. Он не знал, что сказать, только сделал несколько шагов, стараясь не спугнуть. «Девочки!» — голос выдал хрип. «Кого вы зовете мамой?» Старшая обернулась. Большие глаза, не просто темные, а будто в них живет ночь. В этих глазах не было страха, только растерянность и усталость. «Тетя Элина!» — прошептала она. «Она ведь здесь!» «Элина?» — едва сглотнул Марк. «Вы знали ее?» Младшая, худенькая, с растрепанной косичкой, кивнула. «Она приносила нам книжки и рисовать учила. Сказала, если вдруг потеряемся, нужно прийти к лилиям. Она услышит». Он опустился на одно колено, чтобы быть с ними на одном уровне. Хотел протянуть руку, но девочки вдруг переглянулись, и старшая, та, что с глазами ночи, резко прошептала: «Лея, бежим!» И они сорвались с места, как 2 белых мотылька растворились в молочной пелене, оставив на земле следы и маленький букет ромашек. Марк остался стоять, не двигаясь. Шум в ушах заглушил все, только туман двигался, будто живой. Он поднял ромашки, капли росы блестели на лепестках, 1 лепесток прилип к его перчатке. Этот хрупкий, живой кусочек мира в его руке вдруг показался теплее всего, что осталось в жизни. «Эля», — прошептал он. «Что это значит? Кто они?» Ответом был только ветер, шевелящий листву, и качающий фонарь, который мигал, будто сердце, пропуская удары. Домой его встретила тишина, вязкая, будто тоже из тумана. Пыль на полках легла ровным слоем, часы на стене остановились ровно на 22:17, на той же минуте, когда Элина 3 года назад умерла. Марк прошел в гостиную. На столе засохшая ваза с остатками стеблей. Он машинально поставил в нее свежие лилии, провел пальцем по ободку, где когда-то стояли их бокалы на годовщину. В голове все еще звучали детские голоса. «Мама, мы пришли». Он достал старый альбом, пролистал страницы. Снимки: Элина в Зарду, Элина на строительной площадке, в каске, но с улыбкой, в которой было больше жизни, чем во всем городе. Ни одного ребенка рядом. Ничего. Марк сел за письменный стол. Рука машинально потянулась к нижнему ящику, тому, что он не открывал с похорон. Сначала не хотел, потом боялся. Ключ все еще висел на гвоздике. Замок открылся с легким щелчком. Внутри коробка, перевязанная зеленой лентой. Пыль села на крышку, как тонкий саван. Он развязал ленту. Внутри пачка писем, аккуратно сложенных и подписанных почерком Элины. Рядом квитанции, детские программы поддержки, счета с адресом «Приют, дом на Речной». Он вытянул одну бумагу, и сердце пропустило удар. На листке детский рисунок.
Женщина с 2 девочками, у всех троих одинаковые белые лилии в нуках, под рисунком криво, но разборчиво. «Спасибо, мама Элина, за книжки». Он сжал лист так, что он чуть не порвался, потом аккуратно развернул, выровнял, будто боялся причинить боль тем, кто его нарисовал. В груди копилась тяжесть. Он не знал, ревность это, боль, вина или все сразу. Только одно он понял точно — те дети не придумали ее, они были частью жизни Элины, которой он ничего не знал. Он нашел среди бумаг фотографию. Элина стоит между 2 девочками, кудрявая и тоненькая, обе смеются, в руках у них книги. На обороте, знакомым до боли почерком, «Ина и Лея, мои лучики солнца». Марк сел прямо на пол, положив фото на колени. Сквозь стекло в окна проникал холод, и снаружи, где-то далеко, снова завывал ветер. Он не плакал. Слезы не шли, но внутри все будто разорвалось. Вдруг стало ясно, 3 года он жил не в одиночестве, а в полуслепоте. Элина жила другой жизнью, не тайной, а настоящей. Там, где нужно было не чертить линии, а держать чьи-то ладони. Он взял фото, поднес к свету. В улыбке Элины не было вины, только покой. А за плечами тот самый приютный забор с облезшей вывеской «Дом на Речной». Сердце ударило так сильно, что дыхание сбилось. Он надел пальто, схватил ключи, фото и вышел в ночь. Туман уже рассеялся, в воздухе пахло гарью и хлебом. Он сел в старый «Вольво», завел мотор. На панели все еще лежал снимок Элины в свадебном платье. «Если ты хотела, чтобы я нашел их, — сказал он, глядя в ее глаза на фото, — я иду». Фары прорезали темноту, дорога уходила вдаль, вгрызаясь в холодный воздух, а за рулем сидел человек, который впервые за 3 года чувствовал не пустоту, а боль, похожую на жизнь. Он и не знал, что дом на Речной — это место, где Элина оставила не просто добро, а ключ к его собственному спасению. Дорога вела вдоль реки, где редкие огни отражались в черной воде. Старый «Вольво» гудел, будто ворчал, но ехал покорно. Марк вглядывался в навигатор, хотя адрес «Дом на Речной» он уже знал наизусть. Каждая цифра казалась подсказкой из прошлого, которая вдруг стала дышать под кожей. Город будто выветрился. На окраине низкие дома с облупившейся краской, запах угля и хлеба. С крыши свисала вывеска, на которой было выжжено солнцем и дождем детский центр «Дом на Речной». Буквы осыпались, но в них все еще было что-то теплое. Он вышел из машины, вдохнул влажный воздух. Перед дверью стояли старые глиняные горшки, в которых торчали сухие стебли лилий. Элина. Даже здесь ее след. Внутри пахло мелом, мылом и супом. На стенах детские рисунки, одни веселые, другие будто нарисованы с воспоминания о боли. В углу стояла женщина лет 50 с короткой стрижкой и круглой оправой очков. Она протирала кружки и не заметила, как он вошел. «Простите», — произнес Марк. «Мне сказали, что здесь работала Элина Савельева». Женщина обернулась, прижала руку к груди. «Господи!» — прошептала она. «Так вы муж Элины?» Марк кивнул. «Был». «Вы, наконец, пришли?» — тихо сказала она, и глаза ее наполнились влагой. «Мы думали, что никто не появится». Она пригласила его за стол, налила чая. Кружка была сколота по краю, но из нее пахло мятой и чем-то домашним. «Я Агата Юрьевна», — представилась она. «Элина спасла наш приют. Когда фонд сократил финансирование, она принесла деньги, книги, продукты. Мы выживали только благодаря ей. Дети называли ее тетя Элина». Марк смотрел на стену. Там висела фотография, групповая, пожелтевшая, но он сразу узнал ее. Элина в центре обнимает 2 девочек, те самые. «Кто они?» — спросил он хрипло. «Ина и Лея, сестры, попали к нам после пожара. Мать погибла, отец исчез. Элина взяла их под крыло». «Под крыло?» — повторил он, как будто проверяя, не звучит ли это больнее, чем кажется. Она приходила к ним каждую неделю, писала им письма, даже тогда болела. Марк отвел взгляд. Болела. Он сжал кружку так, что побелели пальцы. Она не сказала мне ни слова. Агата положила ладонь на стол. «Может, не хотела, чтобы вы чувствовали вину?
Она знала, что вы замкнулись после потери ребенка». Марк замер. «Потеря ребенка? Она говорила, что вы потеряли кого-то много лет назад до брака, и с тех пор избегаете разговоров о детях. Простите, если ошибаюсь». Он медленно поднялся из-за стола, будто под ним обвалился пол. Она ошиблась. «Мы не успели даже завести ребенка». В горле встал ком. На секунду показалось, что воздух перестал двигаться. Агата смотрела на него с жалостью, но без вопросов. После смерти Элины девочек перевели в приемную семью. Но они сбежали, оставили записку. Марк почувствовал, как что-то холодное сползает по спине. Какую записку? Одну фразу. «Они услышат нас у лилий». Он сел обратно. В голове зазвенело то же самое эхо, что и на кладбище. «Мама, мы пришли». «Вы знаете, где они могут быть?» Агата достала папку, перебрала бумаги. Иногда приходили слухи, что видели их у старого речного мотеля. Девочки знали дорогу, там жила одна из наших бывших воспитательниц, но все оборвалось 2 месяца назад. «Старый речной мотель», — повторил Марк. «Он все еще работает?» «Если это можно назвать работой», — грустно усмехнулась она. «Полуразрушен, но в нем живут случайные люди». Он уже поднялся, когда Агата остановила его. «Подождите, еще кое-что». Она достала маленький конверт. «Это Элина оставила для вас», — сказала, «если он когда-нибудь захочет понять». Он осторожно открыл конверт. Внутри письмо, написанное ровным, чуть наклонным почерком. «Марк, если ты читаешь это, значит, я больше не рядом. Не вини себя. Я не изменяла тебе. Я просто не могла пройти мимо тех, кто напомнил мне, каким ты был, когда строил первые дома, теплым. Ина и Лея не мои по крови, но я чувствую их дыхание, как твое, когда ты спишь. Они должны знать, что добро не выдумка. Если когда-нибудь ты встретишь их, не отпускай. Буквы дрожали в руках, мир сузился до этого листка. Все, что казалось стабильным, рассыпалось. Агата молчала, потом сказала. Она все делала тихо, не ради похвалы, просто не могла иначе. Марк встал. Где этот мотель? У самого русла. Улица Речная, дом 15. Но осторожно, район опасный. Он поблагодарил и вышел. Воздух был холоднее, чем утром. На ступеньках приюта кто-то оставил коробку с детскими игрушками. Старые кубики, машинка, кукла без руки. На боку коробки коряво выведено мелом «Здесь растет любовь». Он тронул эти слова пальцем и вдруг понял, что впервые за 3 года в груди не пусто, а больно, живо больно. Мотель стоял на отшибе, где дорога превращалась в грязный спуск к реке. Вывеска покосилась, окна мутные, свет один, желтый, словно от керосиновой лампы. Внутри пахло сыростью и железом. За стойкой сидел сутулый мужчина, курил и листал газету. «2 девочек не видел? Маленьких, лет 8, похожих друг на друга?» — спросил Марк. Тот пожал плечами. «Тут много кто шастает. Неделю назад пара малявок грелись под навесом. Я им хлеб дал. Утром исчезли». Марк кивнул, уже собирался уходить, когда взгляд упал на стену у выхода. Там, между объявлениями и старым календарем, висел лист бумаги, приколотый ржавой квапкой. Детский рисунок. 2 девочки держат белые лилии. Внизу, карандашом, едва видимыми буквами. «Мама, мы все еще здесь». Он провел пальцем по бумаге. Капля воды с потолка упала на слово «мама», расплылась, как слеза. Марк взял рисунок, свернул аккуратно и спрятал во внутренний карман. Выйдя наружу, он стоял под дождем, не двигаясь. Город спал. Только река шумела вдалеке. Он поднял взгляд в небо. «Элина, если ты все еще слышишь», — прошептал он, — «я найду их, обещаю». Фары машины резанули ночь. На заднем сиденье лежал тот самый конверт. Он глянул на него через зеркало, и в свете фонаря показалось, будто буквы на нем теплеют. Когда он вернулся домой, часы снова пошли. 3 года они стояли и вдруг тикнули. Марк сел в кресло и долго слушал этот ровный тихий звук. В нем было что-то странное, как будто часы не ожили, а он сам. Он открыл письмо Элины 2 раз, перечитал последнюю фразу. «Если когда-нибудь ты встретишь их, не отпускай». «Не отпущу», — тихо сказал он. На стол упала капля с края лилии, прозрачная, как слеза,
но светлое. И где-то там, за сотни домов, две девочки, возможно, тоже не спали. Может быть, смотрели на одно и то же небо. Ночь была короткой и тревожной. Марк то и дело просыпался, будто слышал чей-то тихий стук, детские шаги в коридоре. Утром на подоконнике лежал рисунок, который он принес из мотеля. Лилии подсохли, но цветы будто светились на солнце. Он налил себе кофе, но вместо вкуса — горечь. Все внутри шептало: «Иди». Улица Речная — узкий проезд, вымощенный неровными плитами. Дома стояли плечом к плечу, будто прятались друг за друга. Дом 17 выглядел почти покинутым. Облупленные стены, вывеска «Комнаты посуточно» и запах сырости, словно сам воздух здесь знал, что ему давно не открывали окон. Марк постучал. Тишина. Постучал еще раз. Тише, почти нерешительно. За дверью послышался легкий шорох. Потом тонкий детский голос. «Кто там?» «Меня зовут Марк», — произнес он. «Я ищу Инну и Лею». Молчание. Потом тихий скрип, замок щелкнул, и дверь приоткрылась на ладонь. На пороге стояла девочка, босая, в большом свитере, явно не своего размера. Волосы слиплись от сырости, глаза настороженные, но не испуганные. «Это я?» — сказала она. «Лея. А откуда вы знаете наши имена?» Марк опустился на колени, чтобы быть на уровне ее взгляда, потому что их называла моя жена, Элина. Лея моргнула, будто пытаясь вспомнить. Изнутри донесся другой голос, старше, тверже. «Не открывай, Лея». Дверь распахнулась шире. На пороге появилась Инна. Лицо серьезное, губы поджаты, глаза те самые, ночные. «Мы не пускаем чужих», — сказала она. «Мама Элина говорила, что не всем можно верить». «И правильно говорила», — вздохнул Марк. «Но иногда чужие приходят, чтобы вернуть то, что потеряли». Он достал из внутреннего кармана платок, тонкий, с голубой вышивкой по краю. «Это вы уронили у кладбища». Девочки переглянулись, Лея тихо выдохнула и сделала шаг вперед. «Мамин платочек. Она говорила, что в нем живет запах лилий». Он улыбнулся. «Тогда я угадал». Он протянул ей платок, и в тот момент время будто остановилось. Лея взяла ткань, прижала к лицу и заплакала. Тихо, по-настоящему. Инна стояла, сжав кулаки. «Почему вы пришли?» — спросила она. «Вы знали ее?» «Я был ее мужем. Мы жили вместе. Но я не знал, что у нее была еще одна жизнь с вами». «Она про вас не рассказывала», — твердо произнесла Инна. «Только говорила, есть человек, у которого доброе сердце, но оно спит». Марк закрыл глаза. В горле встал ком. «Значит, просыпаюсь», — сказал он тихо. «Можно войти?» Инна чуть помедлила, потом кивнула. Комната была крошечной, 2 кровати, старый комод, треснувшее зеркало. На подоконнике стоял стакан с полевой травой вместо цветов. В воздухе пахло сыростью и хлебом. «Давно вы здесь?» — спросил он. «2 неделю», — ответила Инна. «Мы ушли от тех, кто нас взял. Там кричали. Лея боится криков». Лея в это время пыталась разжечь крошечную свечку, но фитиль ломался. Марк подошел, зажег свою зажигалку, поднес пламя. Свеча вспыхнула, отразившись в их глазах. «Тепло», — прошептала Лея, — «как у мамы Элины». Он кивнул. «Хотите поесть? У меня в машине есть булочки». Лея моментально оживилась, а Инна прищурилась. «Мы не поберушки». «Я знаю», — ответил он спокойно, — «это не подачка. Это ужин, которого заслуживает каждый ребенок». Она вздохнула и, наконец, отпустила напряжение. «Тогда ладно». Они ели прямо на полу из бумажного пакета. Марк смотрел, как они бережно делят булочку на 3 части, одну оставляют на потом. «Почему 3?» — спросил он. «Так мама Элины делала», — объяснила Лея. «Одну часть съешь сама, одну отдай тому, кто рядом, одну оставь на завтра, чтобы было к чему вернуться». Марк отвел взгляд. Казалось, сама Элина сидит рядом, тихо улыбаясь, одобряя их осторожность. «Я пришел не для того, чтобы забрать вас», — сказал он после паузы. «Я пришел, чтобы исполнить ее обещание. У меня есть дом, там сад.
Она посадила лилии. Вы должны их увидеть. Лея подняла глаза. А вы не обидите нас? Никогда, ответил он. Мне уже нечего ломать, кроме себя. Инна долго молчала. Потом встала, подошла к окну, посмотрела в серое небо. «Если вы врете, мы уйдем, даже ночью». «И будете правы», — тихо сказал Марк. «Но дайте мне шанс. Только один». Тишина длилась вечность. Потом Инна кивнула. «Хорошо. Только если вы покажете, где растут лилии». Он улыбнулся впервые за много лет. «Покажу». Пока они собирали вещи, Марк заметил под кроватью старую детскую книжку. На обложке подпись «Подарок от тети Элины». Он бережно поднял ее, стряхнул пыль. «Можно я возьму?» – спросил он. «Конечно», – ответила Лея. «Это ведь тоже от нее». Они вышли троем. Ветер тянул за подол Леи. Она держала платочек, будто талисман. Инна шла молча, но плечи ее больше не были такими напряженными. На углу улицы стоял киоск с надписью «Горячий чай и выпечка». Оттуда пахло корицей. Марк купил 3 пирожка. Девочки ели на ходу, не отводя глаз от дороги. Когда они дошли до машины, Лея вдруг сказала: «Мама Элина говорила, что когда найдем того человека с добрым сердцем, нужно ему сказать одно слово». «Какое?» «Дом». Марк улыбнулся. «Тогда скажите». «Дом», — прошептали они вместе. Сердце у него сжалось. Это было не просто слово, это был приговор и спасение одновременно. Машина катилась по ночной дороге. За окном проплывали тени деревьев. Девочки прижимались друг к другу, уставшие, но спокойные. Марк смотрел на них через зеркало и впервые за 3 года не боялся тишины в машине. Она больше не была пустой. Впереди за поворотом начинался пригород, где когда-то стоял его дом, тот самый, который теперь казался чужим. Он вздохнул. «Элина», — подумал он, — «я нашел их. Теперь помоги мне не потерять». Когда машина остановилась у ворот усадьбы, девочки проснулись. «Здесь жила мама?» — спросила Лея. «Да», — ответил он, — «и все осталось так, как она любила». Он снял с калитки засохшие ветки, толкнул дверь. В саду среди серой травы стояли высохшие, но все еще прекрасные лилии. Девочки подошли ближе, замерли. «Весной они снова расцветут», — сказал Марк. Он верил в это. Инна опустилась на колени, тронула стебель. «А если не расцветут?» Марк наклонился, положил руку ей на плечо. «Тогда посадим новые. Вместе». Лея улыбнулась впервые за все время. Позже, когда они ели суп на кухне, Инна вдруг спросила: «А вы не злитесь на маму Элину, что она не рассказала вам про нас?» Он долго молчал. Потом сказал: «Злюсь, но не на нее. На себя. Потому что я перестал видеть свет, а она просто нашла тех, кто его нуждался». Он посмотрел на девочек, потом на лилии за окном. «Теперь моя очередь». Ночью, когда они уснули, Марк стоял у двери и слушал их ровное дыхание. В груди было странное чувство. Не попой, но начало чего-то настоящего. Он достал письмо Элины, перечитал последние строки и прошептал: «Я исполняю». Утро было серым и холодным. Марк пил кофе на крыльце, когда в почтовой щели зашелестел конверт. Письмо от Агаты. Несколько строк. Нашла отца девочек. Тимур Нарын. Завод «Северный Риф», Южный порт. Марк долго смотрел на эти слова. Имя больно кольнуло память. Он помнил его, работал у него лет 10 назад. Грубый, прямой, но не злой. Уволил после драки на стройке, не разбираясь. Тогда казалось, просто еще один человек из списка. Теперь все выглядело иначе. Завод встретил гарью и металлом. Ветер нес пыль и гул сварки. Рабочие проходили мимо, не поднимая глаз. Марк вошел в цех, где пахло раскаленным железом. За станком стоял высокий мужчина, сутулый, с седыми висками и измазанными руками. «Тимур», — сказал Марк. Мужчина поднял голову. На миг замер, будто не верил. Потом поставил сварочный аппарат и тихо сказал: «Савельев, вот уж кого не ждал».
Пришел посмотреть, как я доживаю?» «Нет», — ответил Марк. «Пришел говорить. Про Элину». Тимур моргнул. Взгляд его стал тревожным. «Она умерла?» 3 года назад». Мужчина опустил голову, сел на деревянный ящик. «Она приходила ко мне. После всего. Приносила хлеб, лекарства, а я прогнал ее. Кричал, что не нуждаюсь в жалости. Она только сказала: «Выживите, Тимур, ради них». Я думал, она говорит про всех детей. А оказывается, Марк кивнул. Она говорила про Ину и Лею. Тимур резко поднялся. «Они живы?» «Да, у меня». Он осел обратно, потер лицо ладонями. «Господи, я думал, они умерли с женой. Когда пожар случился, я был в рейсе. Вернулся, дом сгорел, никто не знал, где дети. Я не смог искать. Спился, потерял работу, себя. Только потом понял, что живых ищут живые, а я уже был пуст». Марк стоял молча. «Почему ты пришел?» — спросил Тимур. «Потому что они должны знать правду, и потому что Элина верила, что свет можно вернуть». Тимур усмехнулся горько. «Свет? После всего? Я недостоин. Пусть думают, что я умер. Так лучше». «Нет», — ответил Марк, — «им не нужен идеальный отец. Им нужен тот, кто живой». Тимур долго молчал. «Если я приду, а они отвернутся, тогда хотя бы узнают, что ты не сбежал». Мужчина сжал кулаки, потом сказал просто: «Хорошо, я приду, но помоги мне не испугаться». Марк протянул руку. «Не испугаешься, она бы гордилась». Когда они вошли в дом, девочки сидели у камина. Лея играла с котенком, Ина читала. Увидев незнакомца, обе замерли. Тимур снял шапку, стоял неуклюже. «Это...» — начал Марк, но Ина перебила. «Мы его знаем. Он приходил чинить крышу в приюте». Тимур кивнул. «Тогда я не смог сказать, кто я. Сейчас могу. Я ваш отец». Тишина повисла. Лея смотрела на него широко раскрытыми глазами. Ина не двигалась. «Я не прошу прощения. Я просто хочу быть рядом, если позволите». Ина поднялась, подошла к столу, взяла бумажную лилию и протянула ему. Мама Элина говорила: «Прощение — это помнить без боли. Мы попробуем». Тимур опустился на колени. Слезы смешались с пылью на лице. «Спасибо», — прошептал он. Марк стоял в стороне, сжимая край стола. Он не вмешивался. Лишь тихо сказал: «Элина, если ты видишь, знай, свет вернулся». Вечером они сидели втроем у камина. Тимур рассказывал девочкам, как умел строить плот, как мама пела им колыбельную. Лея слушала, уткнувшись в его плечо. Ина улыбалась осторожно, но в глазах появилась та теплая искра, которую Марк уже однажды видел у Элины. Он налил всем по чашке чая. «Теперь здесь снова дом», — сказал он. Тимур посмотрел на него. «Дом Элины». Марк кивнул. «Дом тех, кто остался». За окном шел снег. Белые хлопья ложились на стекло, как лилии. Мир больше не был чужим. Зима уходила медленно, как человек, который не хочет покидать дом. Сугробы темнели, крыши плакали капелью, воздух впервые за долгое время пах не гарью, а надеждой. Марк стоял у окна, держа кружку с остывшим чаем. За стеклом Тимур чинил калитку, девочки кормили котенка у крыльца. В их движениях было то, чего он давно не видел — жизнь без страха. В доме снова звучали шаги, голоса, смех. Иногда он ловил себя на том, что прислушивается, боясь, что все это сон. Но смех был настоящий. Каждый вечер они ужинали вместе, и Марк уже не знал, где заканчивается память Элины и начинается их новая жизнь. Однажды Ина принесла лист бумаги и сказала: «Мы с Леей придумали». На листе была нарисована табличка «Дом лилий». Мама Элина говорила, что если делать добро тихо, оно прорастает как цветы, объяснила она. «Мы хотим, чтобы так назывался этот дом».
Марк улыбнулся. «Тогда повесим табличку весной, когда расцветут лилии». Лея кивнула. «Мы их посадим сами». Вечера стали теплее. Тимур все чаще оставался дольше, помогал чинить крышу, пилил дрова, читал с девочками сказки. Когда-то он говорил грубо и коротко, теперь каждое слово произносил осторожно, будто проверяя, не сломается ли. Иногда, глядя на него, Марк вспоминал себя прежнего, того, кто командовал, не слушая. Они оба потеряли многое, но теперь строили заново не стены, а доверие. Однажды Тимур сказал: «Странно, я думал, не смогу жить рядом с тобой. Но оказывается, можно. Мы оба виноваты, только в разном». «Виноваты, значит, живые», — ответил Марк. «Мертвые не жалеют». Весна пришла внезапно. Снег исчез за 3 дня, и земля раскрылась, пахнущая мокрым деревом и новой травой. Девочки вытащили на двор инструменты и весь день садили лилии. Тимур копал землю, Марк поливал, Лея носила воду в старом ведре, которое гремело громче ее смеха. Когда солнце клонилось к закату, Инна сказала: «Мама Элина бы гордилась». Она и гордится. Просто теперь делает это оттуда, где светлее. Вечером они устроили ужин на веранде. На столе простая еда, но все казалось вкусным. Тимур налил чай, девочки принесли свежие булочки. «Папа», — вдруг сказала Лея, — «а ты нас любишь?» Он замер, поставил чашку, посмотрел ей прямо в глаза. «Люблю», — тихо ответил. «И теперь не сбегу». Она улыбнулась, а Инна добавила: «Тогда ты теперь тоже наш дом». Время шло. Из старого особняка они сделали маленькую школу. Агата привозила книги, дети из приюта приходили учиться читать. Инна писала мелом на доске буквы, Лея помогала малышам держать карандаш, Тимур ставил новые лавки, Марк проводил уроки рисования. Они назвали школу «Дом лилий». На воротах повесили деревянную табличку, вырезанную Тимуром, и тонкой кисточкой, рукой Инны, было написано «Строим заново». Иногда по вечерам Марк выходил в сад. Сад уже шумел зеленью, а лилии тянулись вверх, белые, как утренний свет. Он стоял молча, чувствуя, как ветер треплет волосы. Рядом выходила Агата. «Никогда не думала, что увижу их всех вместе. Ваша Элина умела соединять тех, кто потерялся». «Она всегда умела», — улыбался Марк. «Я просто долго не хотел быть найденным». В день открытия школы собрались соседи, дети, несколько учителей из города. В доме пахло свежим деревом и печкой. Девочки стояли у крыльца в белых платьях, в руках держали лилии. Тимур поправлял воротник рубашки, волнуясь, будто школьник. Марк вышел к людям, остановился, держа листок, но говорить по бумаге не смог. Он поднял взгляд, встретился с глазами Инны, и слова сами пришли. «Сегодня мы открываем не просто класс. Мы открываем дверь туда, где начинается свет». Элина верила, что даже самое потерянное сердце можно согреть любовью. Этот дом теперь принадлежит всем, кто ищет тепла. Люди аплодировали, Агата вытирала глаза, девочки смеялись. Тимур стоял рядом, и в его взгляде было то, чего раньше не было — спокойствие. После церемонии Инна подошла к Марку, держа белую лилию. «Мы решили, что это будет символ нашей школы, чтобы каждый знал, даже из земли можно вырасти в свет». Марк наклонился, поцеловал ее в лоб. «Это самые мудрые слова, что я слышал». Лея прибежала с тарелкой печенья. «Папа, Марк, попробуй, мы по маминому рецепту». Он взял одно, почувствовал вкус ваниля и детства. Превосходно. Мама бы гордилась. К вечеру все разошлись. В доме пахло теплом и усталостью. Тимур сидел у камина, держа фотографию. Он, Элина и 2 младенческие девочки. «Никогда не думал, что смогу снова дышать спокойно. Она спасла нас всех». Марк кивнул. «Она любила не словами, а делами. Теперь наша очередь». За окном ветер качал лилии, огонь в камине трещал мягко. В доме было тихо, но это была та тишина, в которой живет жизнь. Весна перелилась в лето, дом стал полон детского смеха. На крыльце сушились рисунки, котенок вырос, став важным котом. Вечерами Марк садился у окна с записной книжкой Элины. На первой странице все те же слова. «Любить значит строить заново». Он улыбался и шептал:
«Мы строим, Эля, и ты где-то рядом». В один из теплых дней они пошли на кладбище. Дорога шла через зеленую аллею, где ветер пах листвой и дождем. Девочки несли белые свечи, Тимур — букет лилий. У могилы Элины они остановились. Камень был чист, вокруг росла трава. Марк положил цветы. «Элина», — произнес он, — «ты сделала невозможное. Вернула нас к жизни». Инна опустилась на колени. «Мама, мы будем учить других, как ты учила нас». Лея добавила: «И посадим еще лилии, чтобы ты могла видеть их из неба». Тимур стоял чуть в стороне, держа шапку в руках. «Спасибо», — сказал он, — «за то, что дала шанс человеку, который потерял себя». Агата, пришедшая вместе с ними, зажгла последнюю свечу и тихо произнесла: «Теперь она живет в каждом, кто научился прощать». Ветер поднял лепестки лилий, и они закружились в воздухе, будто белые птицы. Девочки смеялись, глядя вверх. Марк смотрел на них и понял: боль, наконец, стала светом. Он взял девочек за руки. «Дом ждет нас», — сказал он. Они прошли обратно по тропинке. Солнце пробивалось сквозь листву, ложась золотыми полосками на дорогу. Лилии на обочине тянулись к свету, и, казалось, сама земля улыбается. Вечером, когда все стихло, Марк вышел в сад. В воздухе стоял аромат лилий. Он закрыл глаза, вдохнул глубоко и прошептал: «Видишь, Эля, у нас снова дом, где звучит смех». Где-то вдалеке загудел поезд, словно подтверждая. В небе светились звезды, похожие на белые цветы. Он смотрел на них долго, пока не понял: ничего не кончается, если любить по-настоящему. И лилии действительно зацвели, ярче, чем прежде.